Огромнейший привет, с вами вновь Crazy Hamster, и мы продолжаем проходить игры серии Broken Sword или Сломанный меч. На самом деле, перед хомяком стояла большая дилемма, какую игру проходить следующую. Идти по хронологии, по выходу игр, то есть пройти все сначала все основные части, первую, вторую, третью, четвертую, и только потом уже переходить к ремейкам различным. Либо пройти первую часть, к ней потом ремейк, потом вторую часть. В общем-то, я долго думала, сомневалась и решила, что все-таки нужно сначала пройти ремейк первой части. Это будет логичней. Конечно, мы не сможем проследить развитие графики игры, но, собственно, не это для нас главное. Главное для нас сама игра, сюжет ее. И мне кажется, будет проще, во-первых, посмотреть, в чем разница между оригинальной частью игры и расширенным изданием, коллекционным изданием, режиссерской версией. В общем, названий много у этой части игры. В общем, посмотреть, в чем разница у этих игр, чем они отличаются, собственно. Ну и опять же, мы будем помнить загадки, которые мы проходили. Я думаю, что частично здесь, конечно, будет игра повторяться, это все-таки ремейк. И по этой причине нам будет проще игру проходить. Мы будем помнить, как нужно проходить, куда идти, что делать примерно. Потом, когда мы уже пройдем все 5 частей и вернемся к ремейку, мне кажется, это будет сложнее для восприятия. Во-первых, будут скачки между сюжетами, во-вторых, как я уже сказала, мы можем подзабыть, как игру проходить, все в голове смешается. В общем, не будем смешивать водку с пивом, а будем проходить ремейк сразу за первой частью. Наверное, нужно про игру что-то сказать, но на самом деле особо мне сказать нечего, потому что я ее не помню. Если я не ошибаюсь, то в свое время эту игру я так и не прошла. То есть я видела, что есть ремейк. Мне кажется, даже видела какие-то картинки. Вот, и я еще читала, что есть какая-то фанатская версия. В голове у меня прочно засело, что их несколько, что коллекционные издания, расширенные издания первой части относятся как раз к этим фанатским играм. И я, конечно, сразу прошла мимо нее. Сейчас я понимаю свою ошибку. На самом деле, конечно же, эта игра никакого отношения к фанатам не имеет, кроме того, что она должна их радовать безумно. Поэтому, естественно, мне захотелось ее тут же пройти, как я могла эту игру упустить. Хотя, может быть, я уже что-то и путаю. В общем-то, я думаю, это не особо важно. Говорят, игра отличается тем, что здесь большее внимание, ну это я так прочитала, комментарии, какие-то отзывы. Так вот, большее внимание уделено Николь. В первой части, в оригинальной первой части, она практически не участвует в процессе игры, она так вот у нас сидит за столом, мы к ней иногда подходим, пару слов, и всего лишь 2 раза она у нас была активна. То есть мы за нее не играли, но она, по крайней мере, какое-то участие принимала. Здесь нам дадут и поиграть за Николь, и будет даже добавлено какие-то несколько, если не ошибаюсь, даже глав, посвященных Николь. В общем, игра, как написано, увеличена на 2 часа. То есть дополнительно 2 часа игровые. Ну, я уж не знаю, это определенным образом каким-то рассчитывается. У меня вряд ли это совпадет, потому что надо думать, а вы знаете, что у хомяка с этим не очень хорошо. Потом, не знаю, но игра, по крайней мере, должна быть длиннее. Какие-то еще дополнительные загадки будут. В общем, мне кажется, будет интересно. Опять же, и графика у игры лучше. Если оригинальная часть вышла в 96-м году, то, если, опять же, я не ошибаюсь, дополнительно не перепроверяла, ремейк вышел в 2010-м. Но вы прекрасно понимаете, что для игры это очень большой срок, очень большой период времени прошел. И, конечно, совсем по-другому игра будет выглядеть. Ну что, раз сказать мне больше нечего, раз в игру я не играла, все какие-то выводы будем делать уже после прохождения, а сейчас будем наслаждаться заставкой. Так, добрый путь! Paris, city of love, romance and dreams. So they say.
I used to say it too. But ever since that day, the day of the murder, I've always associated my beloved Paris with death. I was at home having a bath when my editor called. Collar, get your ass over to the Palais Royal now. You got an interview. With Pierre Carchon. Yes, the Pierre Carchon. No photos, so leave your gear at home. He asked for you personally. Don't ask me why. Anyhow, this could be big, so if he makes a pass, don't forget. Just smile, say yes, and keep taking notes. So charming and so very apt. Pierre Carchon was a media king, a national hero, and one of the most infamous adulterers in Europe. He and his wife Imelda were just one step down from royalty. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. Here I was, the palace of the Media King and the Ice Queen. I pressed the doorbell and set in motion a chain of events which would change my life forever. Yes? What is it? Madame, my name isNicol Collar. I'm here to see Monsieur Carchon. Come up, we're on the first floor. Madame Carchon, it's a pleasure to meet you. Yes, I'm sure. The Ice Queen was certainly living up to her reputation. Will you be staying for the interview? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty? You're too kind, madame. Ah, the talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you at last. Monsieur Carchon, I am honored. Oh, I'm sure you are. Call me Pierre, please. But I do not flatter you idly. I was a friend of your father. He was a great man. My father, he never mentioned. He and I were very close. And then his death. So tragic. I must... Imelda, your damned cat's in my study again. Another Ming vase, I suppose. Excuse me for one moment, my dear girl. You journalists are getting younger each year. Perhaps it's the rest of the world getting older, madame. That was no cat. God, what? Monsieur Carchon! He's dead. I must call the police. You'd better stay here. There was a man. It was the mime. Do you think he... Well, I believe we can rule out suicide, don't you? No wonder they called her the Ice Queen. She would have been top of my list of suspects if I hadn't seen the attacker myself. And if I hadn't come across a couple of murders just like this already. One of the most important men in Europe murdered. And here was I,Nicol Collard, alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops?
or start my own investigation. It was a no-brainer. Ну что ж, вот мы с вами посмотрели заставку. Как вы видите, все очень сильно изменилось. Это, как бы, я так понимаю, событие до того, как взорвалось кафе, в котором сидел Джордж. И помните, я все возмущалась, почему мы, собственно, не в курсе. Николь была очень спокойна, когда узнала о клоуне, сказала, да, это еще один, там, фишка с переодеванием. В общем, мы не знали, что ж там такое было, почему она была в курсе событий. Так вот, теперь понятно, потому что уже один переодевшийся гражданин уже совершил одно убийство. Ну, Николь, конечно, здесь немножко вступила, увидев мимо, подойти к нему. Ну, хотя явно, что не мог он оказаться здесь, в этой комнате, и явно, что он убийца. Скорее всего. Интересно посмотреть на игру с другой стороны, со стороны Николь. И интересно, что там за история с отцом. У нас в первой части упоминалось, что он у нее погиб, но, собственно, не было никаких подробностей о нем. Теперь, видимо, будет. Я, конечно, буду периодически все-таки сравнивать эту версию игры с оригинальной. Мне кажется, это интересно. По крайней мере, мне. Так что кому-то это покажется занудным, извиняйте. Давайте посмотрим. У нас вот подсказки. Игра несколько усложнилась в плане интерфейса. Нам учат, как правильно пользоваться всем, что у нас здесь есть. Передвигайте курсор мыши по экрану в поисках интерактивных объектов. Они позначены анимированным голубым кольцом. То есть, в отличие от первой части, где у нас не было никаких подсказок, и нужно было методом тыка находить предметы, ну, не совсем методом тыка, конечно, у нас там курсор тоже менялся. Но здесь еще и подсвечивается. Хотя нет, видимо, получается то же самое, да, это я туплю. Это я извиняюсь. Нет, то же самое, то есть мы точно так же должны сами искать интерактивные объекты, и вот анимированное голубое кольцо, а там у нас пальчик был вверх, вниз, там взять, рука была. Ладно, вспомнили. Когда курсор окажется на объекте, с которым можно взаимодействовать, он примет вид значка доступного действия. Чтобы выполнить это действие, щелкните левой кнопкой мыши. Значит, сумка, значку сумки, чтобы открыть ее и посмотреть ваше имущество. Значок дневника, чтобы открыть его и прочесть. Вопросительный знак, чтобы получить подсказку по головоломкам и помощь по интерфейсу. Значок гаечного ключа, чтобы сохранить или загрузить игру, а также изменить настройки. Эти значки находятся в нижней части экрана. Так, ладно, вроде разберемся. Да, подсказок здесь нету, то есть вот, только так мы можем видеть. Активные объекты. По крайней мере, понятно сразу, какой объект у нас активный, не как было там. То есть ты не понимаешь, то ли это все еще окно, то ли это уже бюстик. Ну, помните, у нас проблема с этим была. Здесь в этом смысле проще, но искать нужно самим, нету здесь никаких подсказок. В том смысле, как нажал одну кнопку, показали все, подсветили все активные зоны. Так, вот, значит, настройки у нас. Посмотрим. Сохраняется, пока не будем звук. Тоже менять. Разрешение экрана. Здесь особенно не меняется, только на весь экран оригинальный, размер или увеличенный. Оригинальный у меня изначально был включенный, и там просто такое маленькое окошко на рабочем столе. Авторы, саундтрек. Инвентарь. У нас, видимо, пока ничего нет, поэтому неактивный. Сумка неактивная. Дневник. У нас теперь есть дневник, а значит мы будем теперь читать обо всем происходящем. В первой части в оригинале не было дневника. Ну что, интересно, давайте. Я люблю, когда нам дают возможность узнать чуть-чуть больше. Хотя я очень не люблю читать, на самом деле, много букв. Но здесь вроде не слишком много текста. Ладно, разберемся. Полей Рояль, интервью с Пьером Коршоном. Принимала ванну, когда позвонил Ронни. Отправил... здесь видите, в таком... то есть, ну, не художественно расписано, а именно дневник. Это интересно. Отправил меня брать интервью Пьера Коршона, медиамагната и серийного волокита. Пришлось срочно вытираться. Жуткий мим возле квартиры Коршона. То есть он так идет, тут же записывает, да? Мадам Коршон... Ледяная змеюка.
месье Коршон, сама любезность, оправдывает свою репутацию, пыталась при этом флиртовать в ответ. Ну, ей же сказали, действуй. Раздался какой-то грохот, и Коршон пошел посмотреть, что случилось. Вдруг выстрел. Я вбежала в комнату и увидела Мимо над телом Коршона. Мим поманил меня, я подошла, он вдруг врезал мне в челюсть, и я отключилась. Пришла в себя, и Мельда в отчаянии, мне стало почти жалко ее. Нужно разобраться во всем до приезда полиции. Это мой шанс написать шикарную, точнее, статью. Вопросики. Подсказка. Коршон мертв, что мне теперь делать? Помощь по интерфейсу, управление. Перемещение персонажа щелкните по земле. Если это возможно, ваш персонаж подойдет в это место. Для выхода из зоны вам будет нужно нажать на значок выхода. Взаимодействие с объектами персонажами. Слушайте, давайте мы это читать не будем. Хотя ладно, а вдруг я опять что-нибудь не досмотрю, не допойму. Ладно, прочитаем. Взаимодействие с объектами персонажами. Передвигайте указатель мыши по экрану в поисках активных объектов. Над такими объектами появляются анимированные синие кольца. Наведите указатель мыши на синее кольцо, и когда он сменится на значок действия, щелкните мышки, чтобы выполнить это действие. Если в одном месте можно выполнить два действия, то появится два значка, значок основного действия и небольшой глаз, позволяющий исследовать предметы. Чтобы выполнить действие, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы исследовать, щелкните правой кнопкой мыши. Имущество. Что такое имущество? Предметы, которые подбирает ваш персонаж, становятся вашим имуществом. Чтобы посмотреть его, щелкните на значке сумки в нижней части экрана. Наведите указатель на предмет и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы узнать о нем больше. Как использовать предметы с сумки на объектах из окружения и персонажах. Откройте сумку и наведите курсор на предмет. Когда рядом с курсором появится значок в виде глаза, перетащите предмет на объект на экране. Как только предмет подсветится золотистым цветом, отпустите кнопку мыши. Объединение предметов в сумке. Иногда вам нужно будет объединить два предмета из вашей сумки, получите из них третий предмет. Для этого выберите первый предмет. После этого перетащите его на второй предмет и отпустите, когда они оба будут выделены подсветка золотистого цвета, а также когда появится анимированный значок. Дневник. В дневнике содержатся записи всех игровых событий. Дневник помогает освежить памяти подробности произошедшего, а иногда решать головоломки. Дневник можно открыть, щелкнув по значку дневника в нижней части экрана. Но раз решать головоломки, значит обязательно нужно дневник будет читать. Не забывать о нем. Но у меня с этим проблема, я что-то забываю, и потом уже через какое-то только время вспоминаю, мы же не прочитали дневник, начинаю все залпом перечитывать. Немножко мелковат здесь, конечно, шрифт, очень плохо видно. Персонажа. Беседа с персонажем. Когда вы наведете курсор на персонажа, он примет форму рта или глаза, или если персонажа можно осмотреть. Чтобы начать разговор, щелкните по нему кнопкой мыши. Некоторые персонажи могут и не захотеть разговаривать с вами, но если они не против поболтать, то предметы вашей сумки будут активны. Просто щелкните по предметам, чтобы начать разговор. Некоторые предметы из вашей сумки можно передавать персонажам или использовать на них. Для начала откройте сумку. Не открывая стилуса, вытащите предметы из инвентаря. Через несколько мгновений значки остальных предметов в инвентаре исчезнут. После этого перетащите предмет на персонажа. Когда предмет станет подсвеченным золотистым цветом, отпустите предмет и посмотрите, что произойдет. Ну, собственно... и можно, видите, выбрать подсказку, то есть, что делать, и тебе подскажет, что делать. То есть, даже если совсем у нас все будет туго, можно будет подсказкой воспользоваться. Я надеюсь, что мы будем пользоваться ими как можно реже. Серьезно, я не очень хочу пользоваться подсказками, у меня есть с этим тоже затыки такие, я очень сильно туплю, и есть страшное желание подсмотреть, и часто я и подсматриваю. Но, проходя вместе с вами, я стараюсь не смотреть подсказки, поэтому лучше где-то тупить, ходить, блуждать, но пробовать самим. На самом деле написано все гораздо сложнее, мне кажется, чем на самом деле это все будет в игре, потому что описать, как нужно пользоваться всеми этими инвентарями и прочим, порой сложнее, чем когда ты пробуешь это сам. Ну что, давайте все осматривать потихоньку. A bust of Pierre Corchon, humble servant of La France. Я надеюсь, что вам видно будут субтитры. Они очень мелкие, я на самом деле рассчитывала на более крупные субтитры. Но как-то комментировать, озвучивать, не знаю, стоит ли. A bust of Pierre Плюс Пьер Коршона, да? Надеюсь, что вам будет видно, потому что я не знаю,
на маленьком экране, как это будет смотреться. Скорее всего, вам придется открывать на весь экран видео для того, чтобы вы видели так же, как сейчас вижу я. То есть и то мне мелковато, на самом деле. Неудобно читать. Штора. A small round piece of glass had been cut out of the pane. This was a professional job. This was the work of the mime. Unless the cat was in on it too. Ну да, кошка соучастница. Почему бы и нет? Your original 18th century high security window handle. На самом деле, мне, конечно, лень каждый раз жать на этот глазик, потому что очень много получается, мне кажется, лишней информации порой. I didn't want to cut myself and leave blood on the glass. Call me old-fashioned, but I like to keep my DNA to myself. Считать бесстармонно нам этот должен остаться прямым. Джордж, где-то мы скучаем, хотя поиграть за Николь очень интересно. И хотелось это в первой части сделать. The killer must have used a ladder to reach the window. He was long gone. Guess he folded that ladder up, popped it in his pocket and took it with him. Никаких ограждений, да, даже нету. Только, наверное, отцу можно оттуда. Mimes and guns don't usually go together, but I had an idea that this was no ordinary mime. I'd come across this murderer before and written about him. The costume killer. At least that's what I'd called him. Понятно, то есть вот в чем у нас история. Николь уже была в курсе об этом убийце. Посмотрите, да, насколько сильно меняется графика игры, насколько здорово нарисовано. Ну, понятно, все-таки это не 96-й год, а 2010-й, сразу очевидно. Что это у нас? It was one of my hair clips. My favorite, in fact. It must have fallen when I was knocked down. Так можно и попасться. Но у нас, по крайней мере, есть отмычка. Чтобы использовать предметы сумки на объекте окружения, щелкните по значку предмета. Удерживая кнопку мыши, перетащите предмет на объект, отпустите, когда он подсветится золотистым цветом. Понятно, вот. Ну, то есть все просто на самом деле. Больше описано. Мы можем вытащить. Кстати, очень удобно. It was one of my hair. Да, удобно. Все сделано. Когда читала, думала, что будет как-то хуже, и путание. Нет, на самом деле все очень просто. Так. His lifeless eyes stared blankly at nothing. Закрой глаза. I closed his eyes. It was the least I could do for the poor fellow. Открой I глаза. opened his eyes. Best to leave the crime scene as I found it. I closed. I opened his eyes. Веселуха, блин. Ой. Some people hate searching corpses for clues. Me, I'm okay with it. Reminds me of an old boyfriend. Это же не бойфренд. In his pocket, I found a ticket stamped Bateau de la Conciergerie. Taking the ticket meant I tampered with the evidence. There was no going back now. Carchon had been shot. Все, я так понимаю, да? Давайте посмотрим, что у нас там. It was a boat ticket stamped Bateau de la Conciergerie. When I was a little girl, Papa used to take me on the Bateau Mouche as a treat. То есть у нас, видимо, много будет разговоров об отце Николь. The bookcase was filled with obscure first editions. Еще один бюстик. Pierre Carchon again. His eyes seemed to follow me around the room. Везде один и тот же. Ну, в смысле, бюстики разные, но один и тот же человек изображен. Я так понимаю, что на этом, собственно, мы здесь закончили. Идемте дальше. Поговорим с мадам. Police could turn up at any minute. Somewhere there were clues to the murder, and I needed to find them. Угу. А где здесь синий кружочек, кстати? А, стол, да? Стол. А, нет, вот на картине.
хомяку видел. Так, ну что, надеюсь, что дверь закрыта, будет неприятность, мы выйдем. Мы здесь пошариться. A fine baroque door. It would look great in my apartment. Ну да. Закрыто? The door was locked. Слава богу. Не, ну я просто не люблю, когда сразу дают 1000 возможностей, куда можно пойти, ты начинаешь путаться, потому что все хочется осмотреть. Картина. А кстати, она бегает? Или нет? Пока не пойму. A medieval pageant. Original, no doubt. The tapestry must have cost a fortune. A Louis XIV table with an antique cloth. Imelda had taste. But hey, with a husband that rich, taste is easy. A beautiful cloth had been draped over the table. It was embroidered with an unusual cross. I reckoned that cloth might just turn out to be useful. И дорогой. There was a tiny hole in the tabletop. Part of the inlay had been chipped away. Even my fingernail wouldn't fit into such a small hole. Зато заколка бы пролезла. Aha! Nico, you are just so damn good at this stuff. Да, это факт. A Что это? key had been hidden in a secret compartment. A modern key. Instead of comforting Imelda, I was ransacking her flat. Why? Because there was something going on here, and I had to get answers before the cops arrived. And hey, she'd been rude to me, so she had it coming. Да. Так. Идем дальше. Картина. Imelda had talent, but I certainly wasn't going to tell her that. Та и не видит, как мы здесь шаримся в наглую. It was a tube of acrylic paint. French ultramarine. Just the color I was after for my bathroom. I'm sorry, I have to go. Someone is... Young lady, what are you doing? Oh, this paint. It's my favorite color. For God's sake, keep the damn stuff. Офигеть, да? Ты что, говорит, краску у меня воруешь? Ладно, муж умер, воруй краску, я не против. Вот когда нужно приходить к богатым. Когда кто-нибудь умирает, и можно воровать у нее все, что хочешь. Ну что, попробуем с ней поговорить? Сейчас на нее посмотрим. Уйти мы вряд ли можем до приезда полиции, а вот побеседовать. Imelda looked shocked, but still every bit as hostile. Excuse me, madame. Yes? I am so sorry for your loss, madame. No, you're not. You're a journalist. Journalists don't feel sorry. Not true. We shall see. Угу. Приходится глазами туда-сюда водить, чтобы успеть прочитать все диалоги. Ну, очень удобно, я вам скажу. Why did your husband send for me? What did he want to discuss? I have no idea. His business was his business. He never told you anything. No, and frankly, I preferred it that way. Хотя здорово сделали, что видно лица теперь персонажей близко. How did your husband know my father? I have no idea. You didn't know him? Thierry Collard? Pierre knew a lot of people I didn't know, most of them women. Why would a mime want to kill your husband? Pierre had plenty of enemies. Half the husbands in Paris for a start. This is quite a scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines. Just because I am a journalist. Don't patronize me. You're all cut from the same cloth. Do you have any moral sense at all? Опять можно выбрать. Ну что, у нас представление о морали, что нет? Есть, конечно. Yes, that's why I do this job. You do it to see your name in print. As if my editor gets the byline, I just do the work. Well, don't expect my sympathy. The police will be here soon, madame. Is there anybody you would like me to contact? Family, friends? No, I have no family. Pierre and I were... He was all I had, really. Not much, was it? The dutiful wife. That was my role.
He never talked, never let me in. I know one thing, madame. What? If you want to find out who killed your husband, then you let me do the job, not the police. Why? How do I know I can trust you? Ты ж ну хороший. Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already, I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. You really do have a moral sense, don't you? I trust so few people. And perhaps Pierre really did think that you could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this. It's the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. It was Pierre's room. I rarely went in there. I couldn't. I was too scared of what I might find. Интересно, если бы мы... Thank you. I promise you won't regret this. Интересно, если бы мы были плохими девочками, то диалог бы, видимо, несколько по-другому сложился, я так думаю, но вряд ли мы бы совсем все дело провалили. Even the telephone was antique. Never trust anyone who owns a phone like that. Я думаю, что нас все равно бы привели к тому, что она бы отдала нам ключ, по-другому быть вряд ли может. Стоит ли нам кому-то позвонить? Давайте попробуем. There was no one I needed to phone. Not until I had solved this case. Но выходить она тоже вряд ли будет. It was the way out. A beautiful, expensive, antique way out, but the way out nevertheless. I thought of leaving, but was sure there was more to find. То есть все правильно. Ну, посмотреть надо на всякий случай. Я не думаю, что стоит разговаривать о предметах в инвентаре с мадам, потому что, собственно, мы их взяли без ее ведома. Николь, ты бегаешь? Кажется, нет. Ну ладно. По крайней мере, она немедленно ходит. Так что не думаю, что стоит нам показывать ей все, что мы украли практически. Так. Ключ. Now we were getting somewhere. Ну что, как всегда, по порядку. Even the light switch looked impressive. I didn't need the lights on. It was light enough already. А зачем тогда действие есть? Что-то здесь нечисто. Что это? The painting showed the Cachons together, in love. As the poet said, the past is a different country. Or did I read that in a fortune cookie? Скорее в печенье. The Cachons. Noblesse oblige. The painting was attached firmly to the wall. Эх, не украдешь. Я так хотелось. There was the very faintest of clicks. Behind the Сейф. picture was a safe. The safe looked pretty secure. The safe was locked. I needed the key. Это не тот ли, который мы нашли? Мы сейчас вернемся сюда. Ой, мне действительно немножко лень слушать все комментарии. То есть в оригинале-то я профукала момент, что там можно второй кнопкой нажать, и поняли мы это только в Сирии там где-то. Вот, а здесь сразу сказали, что можно жмякать второй кнопкой, и очень много текста. Не нужно, как мне кажется. Ну, ладно уж. Так что-нибудь The пропустим. sofa was antique. For one horrible moment, I had an image of a naked Cachon wriggling around on it with a young journalist. Oh. This wasn't the time for me to lie on this sofa doing my Marie Antoinette impression. Though it is very popular at parties, especially with gay guys. Don't ask me why. Могла попробовать полежать, что ли. Задремала такая. As expected, the desk was yet another priceless antique. Yawn.
The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. Что это такое? I didn't need a sheet of blotting paper. Not while it was blank. I didn't want to take the tray, but I knew that I could use it. Краску The вылить. in tray, like everything else in this place, was beautiful. One day I was going to have an in tray like that, even if I had to sell my apartment to pay for it. Золоток, да? It was a sheet of blotting paper in a leather holder. Its cracked surface looked ancient, reminded me of its owner. Краску надо вылить. Супер. I'd spread blue paint over the bottom of the tray. It was ruined. I was a very bad girl, but also quite a clever one. Что нам с вами делать теперь? Ну, не салфетку же. Так, давайте попробуем заглянуть в сейф. Возможно, мы должны что-то там взять, для того, чтобы потом воспользоваться этим здесь. И дверь еще, что она It was a открыта. back door. Через нее, видимо, Locked. Not surprising, really. через нее будем от полиции убегать. Здесь подходит. In the safe was some kind of artifact. There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the artifact, and Carchon was past caring. Ну, вы уже понимаете, конечно, прекрасно, что мы будем сейчас делать. И немножко жаль, что настолько просто. То есть хотелось показать, что ах, видите, какой умный хомяк. А в итоге, получается, нам уже сказали, что делать, собственно, нужно. Ладно. Все время тянет вверх за инвентарем по привычке. Сейчас мы раскатаем, посмотрим символы. I rolled the artifact in the paint until it was completely coated. Genius! The roller and the paint worked just as I planned, but what did it say? It was some kind of coded message. It read, sub judice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. I suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The conciergerie on the Ile de la Cité by the river housed the ancient law courts. So, sub judice could in this case mean literally under the law courts, below the conciergerie. Угу. Видимо, туда нужно отправиться. Давайте посмотрим, что у нас в дневнике. Где тут было-то? Эмиль мне ни разу не доверяет, но хотя бы позволила расследовать убийство мужа. В сейфе Каршона нашла каменный цилиндр с какими-то символами, сделала отпечаток, обнаружила зашифрованную надпись. И я так понимаю, что здесь, собственно, дневник поскольку, но рассказали, может, в подсказках, в смысле, в загадках, значит, наверное, есть в этом смысл. Я так понимаю, что нужно теперь отправляться в новое место. Давайте попробуем улизнуть отсюда. Ой, не, звонить не надо, не надо звонить, не надо звонить. I thought of leaving, but was sure there was more to find.
Да? Madame Cachon, Please call me Imelda. We hardly need the formalities now, do we? did Monsieur Cachon say nothing to you about my father? No. I'm sorry, he never mentioned him. Давайте попробуем. Я думаю, что о предметах поспрашивать, я думаю, что Николь сама нам не позволит спросить больше, чем нужно. Would you like to see my favorite hair clip? What a ridiculous question. Of course not. Another time, I guess. Такая же дебилка, как Джордж. So, her husband took secret boat trips. Did she really need to see the ticket? Ну, то есть она нам не позволит спросить больше, чем нужно, я думаю, поэтому на все потыкаем. Вдруг что-то важное, чтобы мы не упустили. Thank you. You have your own reason for taking the cloth. Please keep it. Imelda might not have been so cool with me poking around if I'd shown her the key I'd found. She'd know I'd broken into her husband's safe if I showed her the artifact. That would have been insane. А вы видите, да, что неактивными становятся? Чтоб не спрашивали одно и то же по 100 раз. Thank you. Let me give you the key back. I didn't need it anymore. The last thing she needed to talk about was paint. А заколку, значит, ты думаешь, это не последнее, о чем она будет поговорить? I was confident that Imelda wouldn't recognize the patterns. Ну все, I тогда. was sure that there was more to find. I just had to keep looking. Позвонить точно не хочешь? There was no one I needed to. Хорошо, давайте еще посмотрим. Что ж, еще мы с вами упустили? Здесь мы уже пошарились. Думаю, что к чему можно было бы приспособить. По крайней мере, здесь не обязательно доходить до края, то есть если ты можешь нажать на переход в следующую локацию, то она автоматически туда перемещается, а не проходит через всю комнату. Может быть, все-таки там что-то еще нет? The killer must have used. Не хочет нам больше. Но здесь тоже мы что-то Но- можем сделать. Может быть, салфеткой? Чё, ничего. The cloth was embroidered with an unusual symbol. A safe key. Rolling out the painted cylinder had given me a print of a secret message. It read, Sub Judice. Below it was a sequence of letters. S, D, S, S, D, S, S. Как код, да? Там вверх, вниз, вниз, вверх, право, лево. The paint had been... The artifact was like Интересно. a safe key. It was a... Мгм. No. Да ладно. No. No. По крайней мере, очень она быстро так. Нет, и все. No. Как хочешь. Так, здесь только посмотреть, смотреть не смотрели, это тоже уже делали, это тоже. Если ты ничего делать не хочешь, собственно. Ну, не заколка же там ковыряться. Еще раз трупик посмотреть. Pierre Cachon. Не думаю, что имеет значение закрытые, открытые глаза, на самом деле. Еще раз здесь. Да нет, вроде ничего. Зачем I выключать? didn't need the lights. Even the... Не знаю. Ля-ля-ля, еще раз картина. Ну что там, пустой сейф? Валик этот вернуть. There was nothing else to take from the safe. А, положить. No.
Ну, может, вернуть надо. Потом такие нехорошие укрались. Есть ли смысл еще раз предлагать присесть? Не думаю. Может быть, через черный ход нам свалить, а? I didn't need... My heart skipped a beat. It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. I knew for certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box he had made. So Carchon had known my father. They really must have been friends. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. This was a huge story. It was also one heck of a puzzle with a lot of pieces missing. But I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Премия Пулитцера. Видимо, о ней говорит Николь. It was the beautiful elephant my father had carved. Но, видимо, нам будет нужно сравнить с тем, который у нее дома. Теперь, интересно, мы можем уйти отсюда? Ой, да что ж опять телефон-то? Не надо нам телефон. There was I couldn't leave without saying goodbye to Imelda. Ну ладно. Так уж и быть. Did you find anything useful? This carving, do you know anything about it? It was Pierre's. What does the statue have to do with... Please, I need to know. He was given it by a friend, something to do with Africa. He never explained any more. No, but I think it was important to him, always on display. Why? It was carved by my father. Oh, I see. I didn't know. Imelda, I will do everything I can to find the killer. Thank you, my dear. And if the police ask, Don't worry. You were never here. sub judice was the key. I was going to have to find a way under the conciergerie. I decided to head straight for the quayside on the Ile de la Cité. If there was a way of getting under the conciergerie, it would have to be from there. Как ее не было, если ее редактор знает, что она здесь? Потому что я ее сюда отправил. Это недостоверная ложь. Carchon wasn't the type for messing about on the river. He was up to something down here. Something that got him killed. Может быть, здесь и есть что-то важное, какая-то улика, но мы с вами об этом узнаем только в следующей части. Надеюсь, что вас затянула игра и смогла впечатлить за вот это недолгое время. Интересно, на самом деле, потому что ты понимаешь, что будет Джордж и будет то, что нам уже знакомо, собственно. Но сейчас, по крайней мере, кажется, что ты играешь совершенно в другую игру за Николь, и это интересно, это разнообразие. Что же будет дальше, мы узнаем в следующей части, так что до встречи и пока!